Всем большой привет, добро пожаловать на канал. Сегодня я хочу вам показать, как можно из остатков ткани сделать красивый новогодний декор. Для этого я буду использовать остатки ткани от пошива худи, это футер. Также у меня есть остатки от штор, которые я покупала недавно в Икее. Также есть гардины, есть хлопковая ткань, ткань, которая для декора я в прошлом году шила из этой ткани подушки. В общем, у меня много достаточно остатков, и я хочу показать вам, как можно сделать красивый декор без лишних затрат. Также, если у вас есть какая-то старая одежда, которую вы не носите, она также может пригодиться. Также мне понадобится бумага, ножницы и горячий клей. Для декора лучше использовать более плотную бумагу в виде картона. Я нашла старую папку, теперь вырезаю вот такой прямоугольник и скручиваю в виде формы елочки. Сбоку приклеиваю на горячий клей, чтобы все это держалось. Внизу также лишнюю бумагу обрезаю. И вот такая получилась у меня форма в виде елочки. Теперь беру ткань и нарезаю на полоски. Ширина полос где-то 2 сантиметра. Теперь приклеиваю полоски, начиная снизу, и по кругу обворачиваю елочки, получается, вот этими полосками из ткани, и до самого верха, до макушки. Вот такая получилась у меня уже елочка. Ее можно оставить в таком виде, в каком она есть, но лучше, конечно, украсить. У меня есть белые помпоны, которыми я буду украшать. Также у меня есть небольшой отрез рюша, который я приклею также по низу елки. Можно украшать, в принципе, не только помпонами, можно также использовать пуговицы, шпагат, в общем, бусины, любой декор, который у вас есть под рукой. Я думаю, в принципе, будет, можно даже не украшать, оставить в таком же виде, сделать только звездочки, чтобы сверху украсить макушки елок. Я заранее подготовила еще вот такую тоже елку. Сверху я использовала ткань, которая у меня осталась после штор. Шторы я покупала в Икее, мне пришлось их укоротить немного. И как раз эта ткань идеально мне тоже подошла для такого декора. Я сейчас украшу елочку небольшими пуговицами. Мне кажется, так будет оригинальней смотреться, в общем, елка.
Сделаю также еще одну елку уже размером побольше. Также скручиваю картон, нарезаю полосками ткань, сделаю елку однотонную, просто зеленого цвета. Нарезаю ткань, также обматываю елку снизу до макушки тканью. И хочу украсить просто шпагатом, обмотаю просто шпагатом сначала в одну сторону и затем в другую. Макушки елок я сначала украсила помпонами, но затем все-таки вырезала небольшие звезды. Мне кажется, что со звездой елка все-таки смотрится более по-новогоднему. Вот такие получились у меня красивые и нарядные елки. И, как видите, для того, чтобы сделать такой декор, в принципе, понадобится не так много материала, также немножко времени, и можно уже подготовиться к Новому году, украсить свой дом своими руками. Я надеюсь, что это видео было вам интересным, также полезным. Если это так, ставьте палец вверх. Буду вам очень благодарна. Пишите комментарии, какая елка вам больше всего нравится. На этом, в принципе, все. Я с вами прощаюсь. Всем пока.